Приветствую тебя, райдер с пыльной дороги. Ты на канале Альтернатив Баг, и с тобой снова коллектор. В сегодняшнем нашем видосе мы поговорим о пищании дисковых тормозов, то ли это вот гидравлика, то ли механика. Без разницы, и те, и другие тормоза бывает начинают пищать. Почему же это происходит и как с этим бороться? Идея о записи данного ролика возникла спонтанно. Достал велик с балкона, так как запищал у меня, вернее даже потек и запищал задний тормоз. И я такой: опа, а не записать ли сразу мне видос на данную тему? Думаю, много кому тоже будет интересно, поэтому разговор будет в такой вот непринужденной атмосфере у меня на кухне, без всяких хроматеев, ширм и так далее. И теперь обо всем по порядку. Итак, поехали! Из-за чего же возникает писк? Самая основная проблема, и, пожалуй, единственная основная проблема — это попадание какого-то смазочного материала на колодки. Произойти это может быть по различным причинам и дополнительно усугубиться тем, что низкое, например, качество этих самых тормозных колодок. Особенно часто данное явление почти сразу можно встретить на новых великах, на которых стоят тормоза ультрабюджетного сегмента. Но это когда весь комплект тормозов и передних, и задних вместе с колодками стоит там где-то 20 баксов. То есть различная такая ноунейм китайская механика. На них пихают самые-самые дешевые тормозные колодки. Причем пихают их часто грязными, жирными китайскими руками. И поэтому они начинают сразу же пищать. Если же у нас с тормозами, собственно, было изначально все окей, катались, и потом в один какой-то прекрасный день мы услышали писк, то здесь может быть несколько причин. Ну, первая причина — это опять же на ваш ротор, либо сразу же прямо на колодки, либо на все вместе попала какая-то смазка. Например, вы смазывали свою цепь из аэрозольного баллончика, и какая-то там пыль или этот туман от этого аэрозоля все-таки осел на ваш ротор, и может даже не с первого раза, а после нескольких таких смазок постепенно писк увеличивался, и вы теперь уже чувствуете себя владельцем автобуса ПАЗ, который тормозит где-то на остановке. Следующая причина: опять же, что-то вы делали с великом, ту же самую цепь помацали или смазывали, или еще чего-то делали, ухватились за ротор грязными руками, смазка с ротора попала на тормозные колодки, вот вам получите, распишитесь. Следующий вариант — это на вашем калипере была где-то там смазка, например, откуда-то, после попадания в какую-то лужу либо под дождь, эта смазка с водой стекла к вам в колодки, и опять вы услышали писк. Либо прямо же вы поездили по какой-то луже, где уже масло автомобильное было, ну, всякое может быть как вариант, оно вам попало на колодки, получили писк. Еще один вариант, если вы владелец гидравлики, это неисправность гидравлики, либо повреждение ее во время эксплуатации. Это, собственно, вот мой сегодняшний вариант. Во время падения я воткнулся со всего маху тормозной рукоятью в грунт. У меня получилось очень мощнюковое сжатие этой самой рукояти, и не выдержали сами резиновые уплотнения. У меня через резинки, как в тормозной рукояти, так и в калипере, просто тормозуха вылезла, и вот это все залило. Мне сейчас вот хочется это все дело обезжирить и проверить вообще дальше, там будет тормозуха вылазить или нет, потому что перепрокачал, вроде бы все окей. Видимо, такая разовая акция при втыкании в землю у нас заливает калипер и тормозную рукоять тормозухой. Причем то, что у меня тормозуха вылезла на рукояти, я, собственно, сразу заметил. А то, что на калипере, было не видно. Я думал, что калипер остался нетронутым, сухим. И, наверное, аж через покатуху или через две я это уже осознал. Потому что сначала писка не было, потом он чуть-чуть увеличивался. Я просто увидел, что у меня вот на калипер песок поналипал, как на мокрое. Да? Причем вот некоторые советуют, что после снятия колодок с калипера нужно внутри посмотреть, нет ли там тормозной жидкости, и поэтому определить, подтекает ли у вас калипер или нет. Так вот, таким способом не всегда можно увидеть. Конкретно в моем случае, хоть я уверен в том, что у меня там тормозуха хорошенько была через резиновое уплотнение вылезла,
в самом калипере сейчас ее нету по одной простой причине, потому что туда налип песок обильно, он эту тормозуху в себя впитал, я щеткой счистил, и, собственно, никаких следов тормозухи не осталось. Просто вот типа грязный, облипший песком калипер, и все. Что еще хотел бы добавить по поводу писка тормозов во время езды во влажную погоду. Когда вы едете на велике и на улице мокро, грязно, вы по лужам, по болоту, по вот этому всему едете, и у вас в какой-то момент начинают пищать тормоза, это, собственно, нормально, и этого не нужно бояться. Это происходит потому, что у вас во время езды на тормозной ротор, на колодке попала вода с песком. Пока оттуда оно все не вылетит, не выйдет, не высушится, оно у вас попищит немного, но обычно это проблема. Это даже не проблема, это буквально как это сиюминутное пищание, которое там, даже оно на пищание особо не похоже. Это больше похоже на то, что тормоз начал тереть. Потрет, пока очистится, и дальше все будет окей. И теперь плавно переходим к методике устранения писка и, в принципе, возможно ли это или нет. Устранение писка делится на две части. Первая часть — это очистка ротора, а вторая часть — это либо очистка, попытка очистки, либо замена тормозных колодок. Независимо от того, то ли вы будете пытаться воскресить свои старые колодки, либо сразу купите новые, произвести процедуру очистки ротора необходимо вам будет все равно. Потому что если вы тупо вытащите старые, залитые смазкой колодки, вставите туда новые, а ротор останется немытый, не очищенный, то остатки, опять же, смазки, которые остаются дальше у вас на роторе, они налипнут на ваши новые колодки, и получится та же картина, только за которую вы еще и заплатили бабки. По поводу очистки или попытки воскресить старые колодки, на самом деле шансов, что у вас действительно все будет ок, очень мало. То есть 80%, если вы захотите все-таки остаться без пищащих колодок, вам необходимо будет пойти и купить новые. Но как минимум попробовать что-то сделать, либо как временный вариант там покататься какое-то время, пока новые колодки откуда-то приедут, если у вас в магазине они не продаются. Для кого я бы посоветовал перед покупкой и установкой новых колодок все-таки проделать вот эту вот процедуру. Это для тех, у кого гидравлика, и вы не уверены в том, что потек у вас калипер или нет. На калипер поналипал песок, вот прямо поналипал, вот как на мокрое, да, и у вас есть какое-либо подозрение на то, что у вас подтекает калипер, не спешите с установкой новых колодок. Пускай даже они у вас будут пищать, скрипеть, но пару раз, там пару покатуху, сколько там километров покатайтесь, для того, чтобы убедиться, что у вас не бежит калипер. Если он вдруг побежит, все-таки, то пускай он лучше побежит на уже испорченные ваши старые колодки, а не на новые, которые вы себе купили. Что нам понадобится для этой процедуры? Первое, это понадобится наждачная бумага зернистостью где-то 200. Далее нам понадобится какой-нибудь обезжириватель. Лично я пользовался всегда только либо спиртом техническим, либо, ну, можете использовать любой другой спирт, он точно так же подойдет, либо автомобильным очистителем тормозных колодок. Они отлично обезжиривают и хорошо остатки смазки убирают. Далее нам понадобится какая-нибудь щеточка, например, зубная, либо мочалка, и какое-нибудь моющее средство, например, какой-нибудь Гала, там, Дося, Фейри, либо даже стиральный порошок. Это нам нужно будет для очистки самого ротора. И теперь приступаем к процедуре, что зачем делать. Первое, это откручиваем наш ротор с нашего велика, потому что этот ротор нам сейчас необходимо будет хорошенько подшатырить под проточной водой с каким-нибудь моющим средством. Потом мы по кругу пройдемся наждачной бумагой с обеих сторон. Потом еще раз хорошенько его промоем под проточной водой с моющим средством, а затем, ну так сказать, на всякий случай сверху уже попшикаем техническим спиртом, ну либо там каким-то другим обезжиривающим средством. И вот это вот все делать прямо на колесе, и уж тем более на установленном колесе на велосипеде будет крайне неудобно. Гораздо проще потратить 3 минуты на то, чтобы снять колесо и открутить ротор, и вот этим всем заняться. По поводу зачистки наждачкой самого ротора. Почему это в принципе рекомендуется? Если
у вас ротор изначально с ним было все ок, и этот писк был, скажем так, сразу же почти с магазина, потому что у вас низкокачественные колодки, которые нужно поменять, то в принципе зачищать наждачкой и не обязательно, возможно, однако не помешает. А лучше всего зачищать наждачкой, если вы явно есть следы, что ваш ротор был залит. Вот у меня конкретно, надеюсь, на видео это будет видно. У меня вот потек с одной стороны калипер, вот часть дорожки белая, а часть дорожки аж черная. Во время притирки колодок к роторам происходит следующее. Часть материала, тормозного материала, который находится на колодках, она наносится на ротор, как это неудивительно. То есть вы не просто уже об железяку тормозите, а тормозите об ротор, на котором в структуру уже нанесена, так сказать, равномерным слоем тормозная поверхность ваших колодок. И вот на эту самую тормозную поверхность ваших колодок, нанесенную уже на ротор, если заливается оно все тормозной жидкостью, просто попшикать спиртом может не помочь. Лучше все-таки взять наждачку и зачистить это все дело, чтобы у вас, как говорится, до металла все было чистое. Так, с ротором все понятно. Эту процедуру мы делаем независимо от того, то ли мы ставим новые колодки, то ли будем пытаться воскресить наши старые. Отмыл диск, он уже скрипит в руках. После того, как мы его зачистим полностью, моющим средством полили, мочалкой или щеткой легко прошлись, хорошенько смыли. Попшикали потом сверху спиртом, либо обезжиривателем, обезжирили и устанавливаем на велик. Теперь переходим к колодкам. Вот мои красивенные, просто восхитительные колодки, которые вот так вот тут выглядят. Что мы делаем с колодкой? Ну, первый, самый классный вариант, это выбрасываем и покупаем новые. Самый классный вариант. Почему? Потому что он реально стопроцентно будет надежным. И скорее всего, все равно вам придется к нему прибегнуть. Но, как говорится, если хочется поиграться, либо попробовать временный вариант, можно попробовать. Что мы делаем с тормозными колодками? Первое. Берем какую-нибудь крышечку, либо небольшую емкость, туда эти колодки бросаем и заливаем их очистителем. Либо спиртом, либо очистителем тормозных колодок для автомобилей. Короче, каким-то таким вот обезжиривателем. И далее следующее. Есть два варианта, что можно с ними сделать дальше. Первый вариант — это зачистка этих тормозных колодок на наждачной бумаге. Так, вот наши колодки. Для зачистки колодок выберите какое-то ровное место. Например, у ванной кафельная плитка. Она примерно более-менее ровно. Пускай даже половая плитка, она с такой шершавостью. Однако все равно это лучше, чем просто на каком-нибудь линолеуме зачищать. Так, вытираем наши колодки. Вот остаются такие у нас следы, но черное — это не обязательно, что это может быть масло, продукты торможения, которые остаются. То есть порошок вот этот, что стирается с самих колодок и так далее. Сейчас мы вот так вот все протираем, чтобы просто наверняка точно со всех поверхностей убрать масло, которое сюда могло попасть. Я думаю, на камеру видно, что спирт у нас почернел слегонца. Ну, вот уже практически следов на салфетке не остается после протирки. Значит, будем считать, что отмыли. Теперь пускай чутка подсохнет. Это место уже высохло, это сохнет. И, кстати, вот на что хочу обратить внимание, что до того, как я их в спирте замочил, они такие блестели аж.
то есть зеркальные практически были, то вот просто даже после отмывки они стали снова матовые, приобрели свой естественный цвет. Теперь ложим наждак. Наждак 200 плюс-минус роли не играет. 150 также подойдет. После зачистки до зачистки. Хотя вот честно сказать, вот после отмывки цвет этой колодки мне начал нравиться. Но, как говорится, это возможно была та, которая менее залитая. Если после зачистки у вас на колодках явно видно следы такие вот черные точки, особенно если они начинают увеличиваться в размерах, это, ну, значит, гарантия, что вашим колодкам уже жопа. Потому что масло уже внутри в структуре, в пористо, и начинает оттуда все равно вылазить. Также не лишним будет попшикать и в сам калипер, чтобы его обезжирить. И хорошенько протереть внутри и снаружи, короче, везде протереть. Обратите внимание во время протирки, либо даже перед протиркой, это на место, где у вас устанавливается гидролиния, запрессовывается, нет ли здесь потеков. Если вы их увидите, либо если у вас побежит повторно калипер, то обратите внимание, не бежит ли отсюда. Возможно, у вас с орингами как бы нормально, но гидролинию плохо запрессовали и бежит отсюда. Тогда вам необходимо попробовать либо сильнее поджать, либо, если не поможет, то купить новую оливку и грибок, которая необходима под ваш тормоз, и перезапрессовать. Как это делается, смотрите у меня на канале видос, как укоротить гидролинию, или как-то так называется. И по сути все, можно пробовать ставить их на калипер и дальше вам как повезет. Проблема тормозных колодок заключается в том, что когда на них попадает масло, они как губки впитывают его в себя. То есть масло остается не просто на поверхности, оно проникает внутрь структуры. И после зачистки на наждачке, если у вас масло было совсем чуть-чуть попало прямо вот сверху, буквально чуть-чуть мазнуло, скажем так, вы зачистили на наждаке, возможно, вам поможет, уже пищать не будет. Но если у вас было залито хорошенько, скорее всего, уже будут пищать постоянно, потому что масло все равно там останется внутри, хоть как вы будете их промывать или обезжиривать или зачищать, все равно это будет там 3-5-10 километров, и опять будет появляться писк. Второй способ менее популярный, и сейчас объясню, в чем его, скажем так, недостаток самый крупный. Это прокалка тормозных колодок, например, газовой горелкой, либо там некоторые прям на газу их. Этот способ имеет смысл, если у вас дорогие тормозные колодки на металлической основе, да, тогда он вам, скорее всего, поможет. Масло вы сможете полностью изнутри выжечь, оно реально оттуда уйдет. Но если у вас тормозные колодки недорогие, на органической основе, то все бюджетные и средний сегмент тормозных колодок, они на органической основе. Если их прожечь, прокалить, то они просто начнут сыпаться. Сколько-то там километров вы проедете, и они у вас сотрутся, если в принципе будет какой-то эффект от торможения. Но опять же, если вам не жалко, их терять нечего, можете поэкспериментировать. Если у вас есть газовая горелка, почему нет? Все равно ж выбрасывать, да, можно попробовать. И вот по сути вам вся процедура очистки и устранения писка тормозных колодок. Какие могут быть последствия? Ну, опять же, как я уже выше упомянул, это появление опять писка, и все-таки вам придется менять свои тормозные колодки. Особенно если у вас самые-самые-самые бюджетные, на самых-самых дешевых тормозах, там они, скорее всего, и без масла у вас пищат и уже требуют замены на что-то более нормальное. Второе следствие, ну, с которым я сталкивался, так как я неоднократно вот эту процедуру проводил, это писк пропадает, но и тормозное усилие также пропадает. То есть колодки после встречи с растворителем почему-то перестают тормозить. Пищать они тоже перестают, но и тормозить тоже не тормозят. То есть ты жмешь, они не тормозят. Кстати, по поводу притирки. Правильная притирка колодок — это хорошенько разогнаться, километров так 30 хотя бы, ну ладно, не хотя бы 30 километров, и раз 10 резко, сильно, мощно затормозить. Опять разогнались, ну вот, затормозили, разогнались, затормозили, вот так вот раз 10. У вас начнет появляться ощутимый тормозной эффект от тормозов. Также на что хочу обратить ваше внимание, что если после процедура очистки тормозных колодок вы покатались, вам не понравилось, вы все-таки купили себе новые,
то настоятельно рекомендую не забыть перед установкой новых роторов, ну как минимум обезжирить диск, то есть спиртом попшикать, протереть. Уже, наверное, всю процедуру прям таки со снятием ротора и зачисткой наждачки может не обязательно делать, но вот как минимум попшикать перед установкой новых колодок, даже если вы эти там обезжиривали, очищали, все равно нужно. В общем-то, вот такой получился видос. Да пребудут с вами хорошо тормозящие и не пищащие колодки. Не забываем ставить лайки снизу под видосом. Обязательно подписываемся на наш канал. С вами был я.